Сразу же, без всяких вступлений, переносимся в Гуанчжоу и поговорим немножко о местных ценах на примере 20-миллионного мегаполиса. Это не столица, но 4-й город по населению и с достаточно большим туристическим потоком. Супер средняя зарплата в Поднебесной в целом чуть больше 10 тысяч юаней в месяц в госсекторе до налогов. На руки это порядка 8 тысяч. Очень сильно зависит от провинции и сферы. Средняя, она везде средняя, примерно 8 тысяч юаней и получает молодой машинист поезда в Гуанчжоу. А зарплата продавца-консультанта в соседней ТЦшке на главной улице что-то типа 5-10 тысяч юаней в месяц. Ну, суть по объявлению на том самом магазине. Новомодные айтишники, понятно, выше среднего вплоть до заоблачных цифр. А вот опытный учитель со стажем 3-5 лет в хорошей нечастной школе в Гуанчжоу имеет порядка 12 тысяч после налогов. Типичная начальная школа в Китае высотой в 8 этажей, ё-моё. Неопытный смотритель, считай стажер в сафари-парке. Не ори на мать. Порядка 7 тысяч на руки. Обязательный атрибут для местных – это большой стакан какого-нибудь интересного чая или кофе, обойдется с собой вам примерно в 10, 15, 20 юаней. Понятное дело, что в Старбаксе он будет стоить ровно в 2 или даже в 3 раза дороже. Что касается жилья, я тут немного запутался в нюансах, и вы меня поправьте в комментариях. Вроде как право собственности на квартиру у вас есть, а вот земля под вашим домом принадлежит государству, аренда на 70 лет. Потом должны продлить, но суммы не огромные, зато нет налога на жилье. Ипотека на 20-30 лет. Ну, окей. Первый взнос 20-30%. Текущая ключевая ставка 3,5%. А реальная ставка может быть еще ниже, если у вас хорошая кредитная история. Ставка, правда, не фиксированная и пересматривается раз в год. Из плюсов последние годы она падает. Цена на жилье в новостройке в спальном районе порядка 12 тысяч юаней за квадратный метр. Условно месячный доход. Аренда обычно от года. Залог за 2 месяца. Цены очень сильно зависят от района, ремонта и обстановки. Условно, в этом доме примерно 4 тысячи юаней в месяц за 40 квадратов. Ближе к концу ветки метро в 2 раза меньше. Милейший и супер породистый котик 9 с небольшим тысяч юаней. И ваши лайки. Собаченьки в элитном магазине по 7 тысяч. Оплата в метро в зависимости от длины поездки. Ибо уехать можно аж в соседний город. Из аэропорта в центр города 6-8 юаней. Плюс есть проездные. Такси за 40 минут из центра в аэропорт чуть больше стольника. Что касается личного транспорта, то чаще всего это всевозможные электрические скутеры. Просто бесчисленное множество. Ценовой сегмент от 1500 юаней при скорости в 30 км в час и до 10 тысяч юаней за какой-нибудь топовый Ninebot с максимальной скоростью свыше 100 км в час. Более понятные нам автомобили, и тут в кадр попадает большой пятиместный гибридный кроссовер Leapmotor C16. Это прямой конкурент Лисяне, если что. Цена нового 160-180 тысяч юаней. Скромный городской хэтчбэк, естественно электрический, с запасом хода в 200 км и автопилотом от той же компании, обойдется в 75 тысяч юаней. Немецкий автопром китайцы уважают. На бензиновой трешке BMW можно уехать из салона за 330 тысяч юаней. И ровно столько же вы отдадите за электрический Zikr 001. Литр бензина 7-10 юаней, если что. Отправь свою кошка-жену в магазин с булочками, а сам в диджейку. Просто там в натуре одни мужики тусуются. Бесчисленное количество гаджетов в фирменном магазине DJI. А вот и новейший конкурент GoPro Action 6 по цене 3000 за саму камеру. Плюс можно заморочиться и сделать возврат налога для иностранцев. Грубо говоря, минус процентов 10 от цены. Про китайскую еду можно рассказывать очень долго. Даже в таком, на первый взгляд, пафосном ресторане пекинская утка стоит 300 юаней. Это блюдо на двоих, если что. Понятное дело, такое мероприятие не на каждый день. И не считая напитков, прямо в ресторане стоимость плотного ужина примерно 100 юаней на человека. А если мы говорим про вариант поесть после работы, то это примерно 20-30 юаней за нормальную такую порцайку. Поговорим не о культурной пище. В случае Национального музея вход бесплатный даже для иностранцев. В остальных музеях 10-20 юаней. Но про достопримечательности Гуанчжоу будет отдельное неспешное видео на канале, так что подпишитесь. А вот залезть на телебашню обойдется в 300 минимум, но открывающиеся виды, как по мне, того реально стоят.
Переместимся в ближайший супермаркет. Но это не весь чай, кстати. Бутылка чая в районе 5 юаней. Попить водички 1 юань. Пиво 5,7. Импортное варенье по 35-40. Почем опиум для народа? Не знаю, кому тут нужна нутелла, но по 49 за большую банку есть в наличии. Естественно, бесконечный выбор различной лапши в районе 15-20 юаней за набор. Апельсины по 9 за полкило. Стейки из говядины 40 юаней за 350 грамм. Шашлычки из мяса по скидке 49 юаней за 360 грамм. Те самые бибиго. Всего-то по 20 юаней за... Даже что-то по 16. Тут что-то на богатом профисташке с ценой по 240 юаней за кило, а вот изюмчик в модной упаковке в 10 раз дешевле. Да тут, миллион конфет по 15 юаней за пачку, а чуть дальше рай для сладкоежек со всевозможными печеньками, вафлями и шоколадками. Разлет цен на вино от 40 до 400 за бутылку чилийского. А вот элитный алкоголь в другом магазине 1000 по 5 за виски 25-летней выдержки. Конечно же, чай не в пакетиках и на любой кошелек. А вот кофе, наоборот, скорее растворимый. 30 доз за 40 юаней или примерно столько же за 10 дрипов из кофейни. Странные акции на молоко. Это 10 упаковок молока и лайт-палка. Шампунь по 100-150 юаней, но я в этом мало чего понимаю, зато зубная щетка 10-20. Абсолютно внезапно в разделе мороженого обнаружен российский пломбир. Забавно. А вот цены на разливной устанавливают сами потребители. Пенные котировки – все как на бирже. Ладно, думаю, всем понятно, что это скорее развлекаловка и аттракцион для взрослых. Кратко рассказал вам о ценах в Китае на основании увиденного. Возможно, где-то был неправ. И, надеюсь, вы меня поправите. Так что будет интересно, что вы скажете относительно цен в своем городе. Пишите. Встретимся в комментариях. Пока-пока.